Здравствуйте, мои дорогие зрители, здравствуйте, мои дорогие подписчики, приветствую вас на своем канале. Кто первый раз заглянул на мой канал, добро пожаловать, приветствую вас. Мой канал посвящен предсказаниям, гаданиям, раскладам на картах Таро. Так я получаю информацию и довожу до вас по интересующим вопросам. Спасибо огромное за все комментарии, которые вы пишете под моими видео во вкладке «Сообщество» на моем канале. Также присылаете различную информацию по электронной почте. Прекрасно мы с вами общаемся. Спасибо большое за поддержку, за советы. Очень интересно, очень важно. Очень это ценю. Сегодня тема нашего расклада будет такая. Таро на сентябрь. Давайте посмотрим, что ждет в сентябре. Общая атмосфера месяца. Вот видите, какая общая атмосфера месяца? Перевернулась карты. Кто что планирует, девочки, обратите внимание на то, как вы здесь выглядите. Да? Общая атмосфера месяца. Чувствами будет наполнена. Посмотрим личную жизнь, в общем, да, всех сфер. Посмотрим, что нам покажут карты, общую атмосферу на сентябрь месяц. Настраивайтесь, пожалуйста. Расклад, как всегда, будет общий, потому что конкретно вашу ситуацию я не знаю, и поэтому карты я читаю в общем. Но каждый, кто смотрит любое видео на моем канале, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Вот когда вы открыли это видео, тогда вы его... Да, значит, тогда и нужно что-то услышать, получить какую-то информацию. Итак, давайте смотреть. Сентябрь месяц. Что ждет? Давайте смотреть общую атмосферу месяца сентября. Колесо фортуны. Старший аркан. Прекрасная карта. В сентябре месяца у многих начнется новый этап жизни. Тот этап, к которому вы идете. Тот этап, к которому вы стремитесь. Прояснятся какие-то вопросы, которые сейчас неясны. Прояснятся какие-то ситуации, которые находятся в подвешенном состоянии сейчас. Это карта изменений, это карта удачи, да, то есть новый виток отношений, новый виток по работе, новый виток жизненного, да, новый виток жизненного цикла начнется. Очень мощная энергетика, очень хорошая карта, что-то яркое ждет в сентябре. Звезда. Тоже старший аркан. У многих здесь, может быть, мечты начнут исполняться. Да, то, к чему вы стремитесь, что далеко пока от вас, между вами и этим, может быть, расстояние, да, но вот это... Вот здесь начнет все проясняться. Вы приблизитесь, может быть, к каким-то мечтам своим, к каким-то планам, которые вы строите. Может быть, начнется сокращаться какое-то расстояние. Карта звезда. Прекрасно. Общая атмосфера. Вы будете себя ощущать звездой. Вы будете себя также ощущать вот этой звездой, прекраснейшей женщиной, которая может управлять своими... да, мыслями, тем, как исполняются ее мечты, и которая сама крутит это колесо своей жизни, колесо судьбы, колесо фортуны. Все в ваших руках. Здесь тоже такое может быть. Вот так себя будете ощущать. Либо поймете, что это так. Ой, какие мощные карты. Девятка жезлов. Это карта действий. Будете действовать, будете принимать решения, будете к чему-то стремиться. Причем девятка – это предпоследняя карта. Многое прояснится, как я вам сказала, да, встанет на свои места, станет более понятным. И предпоследняя карта – это осталось еще чуть-чуть побороться, еще чуть-чуть подействовать, еще чуть-чуть. И вы достигнете того, к чему вы стремитесь. Пишите, пожалуйста, кто и что ждет, к чему стремится. Здесь у нас сегодня не только об отношениях, здесь в целом, да, очень мощная энергетика действий, контроля над ситуацией, исполнения желаний.
исполнение мечтаний, построение планов. Очень мощно вообще от 21 месяца. Давайте посмотрим финансы. Что ждать по финансам? Паж жезлов, действия будут какие-то, что-то тоже прояснится, да, может быть, будут какие-то поступления. Здесь пока что это не очень большие, но с финансами. Дьявол, аккуратнее будьте, не поддавайтесь на какие-то махинации, могут быть обманы. Здесь, знаете, иногда проигрывается как обманы с кредитными картами. Подписывайте, когда что-то подписываете, покупаете, внимательно смотрите по финансам. Будут какие-то искушения, также могут быть какие-то проекты вам предложат, вложить куда-то деньги предложат, купить что-то предложат. Будьте внимательны, смотрите, не поддавайтесь на какие-то непроверенные махинации, сделки. Следите за своими тратами в онлайн, когда покупки онлайн совершаете. Вот так вот может быть. Давайте смотреть, что еще по финансам. Аккуратнее, девочки, с финансами здесь. Луна. Здесь может быть что-то скрыто. Вы знаете, может быть, какие-то платежи, которых вы не знаете. Если, например, кто-то планирует брать кредит, читайте внимательно условия. Любые финансовые документы читайте внимательно условия, то, что написано мелким шрифтом, то, что не видно, то, что, может быть, в дополнениях идет. Спрашивайте о каких-то дополнительных тратах при любых финансовых операциях, скажем так, да, не могла подобрать слово, при любых финансовых операциях то, что сейчас кажется небольшим, по факту может оказаться гораздо больше, да, то есть вот эти процентные ставки, оплаты, стоимость, да, что, как, будьте внимательны. У многих здесь могут быть, вот смотрите, тут видите пара, то есть здесь даже люди, которых вы знаете, могут что-то предложить. Будьте аккуратны, да, какие-то, если от вашей пары исходят какие-то предложения, он хочет куда-то вложиться, либо она, будьте аккуратны. Да, здесь также на работе будьте аккуратны, здесь от начальства может быть что-то. Но это не у всех, может быть, у кого-то проиграется по финансам. Ну-ка, еще одну карту на финансы дотяну, что по финансам. Ну, по финансам, вот посмотрите, вообще будет все неплохо. Вот здесь королева Пентаклей, это денежная карта, это карта денег, когда вы чувствуете себя нормально, уверенно, ничего своего не теряя, да, сохраняя, и все у вас хорошо. Поэтому по финансам, вот если быть внимательной, как я вам сказала, или вы внимательным, да, вот в каких-то финансовых операциях, при покупках, да, и так далее, то здесь все будет хорошо. Там, кстати, ретроградный Меркурий. Кто увлекается, напишите, пожалуйста, в комментариях, когда там у нас период ретроградного Меркурия. Я сейчас забыла. И по этому периоду не рекомендуется совершать крупные покупки, крупные вложения. Продавать, пожалуйста, а вот покупать не рекомендуется. Квартиры, машины, дачи, крупную бытовую технику, оргтехнику крупную, какие-то вложения, открывать новый бизнес. Поэтому имейте в виду, может быть, здесь касается именно этого, что пока подождать и деньги попридержать. Такое тоже может быть. Там уже к октябрю ситуация будет совсем другая, скорее всего. Давайте смотреть по здоровью. Общая атмосфера месяца. Ой, вы будете грустить по здоровью здесь, возможно, да, вот немного депрессивное состояние, состояние отсутствия сил, отсутствия энергии. То есть все хорошо, вроде ничего не беспокоит, но энергии нету. Да, такое тоже может быть усталость, что-то ожидание чего-то, выжидание, устанете ждать. Может быть, будете проходить какие-то обследования, результаты которых нужно ждать. Либо, может быть, вы заканчиваете свое лечение и уже так устали, да, что, ну, хотите, чтобы поскорее это закончилось по здоровью. Повешенный. Да, вы знаете, по здоровью, ну вот как было, так все и будет, без всяких, к сожалению, изменений, да, в лучшую сторону. У кого-то здесь потребуются финансовые вложения, ну, я вам сказала, проведение исследований, может быть, каких-то обследований, анализов, да,
Именно вот с жидкостью связанных такое может быть. И еще может быть здесь, знаете, что задержка жидкости, увеличение давления, будьте аккуратны, да, вот у нас такая карта повешенная, когда человек висит вверх головой, кровь приливает к голове, ноги мерзнут, ноги немеют, вот такие состояния, когда не знаете, что делать, это депрессивное состояние, вот такое возможно, не допускайте, пожалуйста, постарайтесь не впадать в эти состояния, из них очень сложно выходить. И если можете, если сейчас только какие-то первые звоночки, ну, постарайтесь отвлечься от этого. Значит, мы посмотрели финансы, здоровье. Давайте посмотрим личную жизнь. Что в личной жизни? Ну, король жезлов в личной жизни. Мужчина, который интересен вас, который влечет вас, к которому вы испытываете страсть. Месяц будет наполнен этим мужчиной, да, о ком вы думаете, с кем хотите развивать эту страсть, с кем хотите развивать отношения, будет присутствовать он в сентябре также в ваших мыслях, в вашей жизни. Пятерка мечей, но здесь, может быть, вы поссорились с ним, да, либо что-то не складывается. Ну-ка посмотрим дальше, что... Здесь прояснится эта ситуация, что, почему не складывается, как нужно действовать, как нужно воспринимать данную ситуацию. Подождите, посмотрите, подумайте, посмотрите, что будет происходить в сентябре месяце. Вот. Не торопитесь расставаться здесь, да, не торопитесь уходить. Все хорошо подумайте здесь. Подумайте, насколько ценные отношения для вас, как он вкладывается в эти отношения, что он делает для этих отношений. Вот так вот ваша личная жизнь. Посмотрите карту Королева мечей. Здесь, может быть, вы ревность будете испытывать, чувство ревности. Действовать будете достаточно жестко, кстати. Да, обрезать, будет хотеться все разрубить, от всего отказаться, действовать, показать свою значимость, показать, что вы сильная, свою энергетику. Здесь совет карт: поступайте взвешенно. Поступайте взвешенно, обдуманно, с позиции взрослой, умной, яркой, состоявшейся женщины. Да, здесь вы по карте Иерофант, то есть знания ваши, понимание всех процессов у вас есть. Вот не забывайте об этом и не ведитесь просто на эмоции, на какие-то, да, ревностные чувства, взвесьте все. И давайте, это личная жизнь, но давайте я еще посмотрю любовные отношения. Любовные отношения. Четверка жезлов. Стабильные, страстные должны быть любовные отношения. У кого-то здесь карта союза, семьи, стабильности, воссоединения, да. Многие, может быть, воссоединятся, помирятся. Верховная жрица, личные любовные отношения. Вы знаете, что-то здесь, то, что вы сейчас не видите, должно проясниться. Должно проясниться, и вот эта вот неясность для вас как-то вы должны что-то понять в сентябре месяце. Что-то, может быть, будет скрыто, может быть, вы здесь будете более холодный, но тут нужно будет что-то, вот что-то, я вам сказала, что-то прояснится, что-то действительно прояснится, выйдет наружу. Может быть, какая-то тайна, может быть, какая-то неизвестная вам информация, что-то, да, что-то придет. Что придет, что-то касательно чувств мужчины, которому есть эти чувства, но здесь он почему-то паж кубков проигрывается всего-навсего. Да, и здесь, возможно, кстати, будет и новое начало с ним. Карта шут, карта дурак, то есть начнете с кем-то заново,
либо решите, наоборот, отпустить отношения, шагнуть в новое, неизведанное, любовное. Ну, карт разрыва здесь нету, девочки. А здесь, наоборот, девятка кубков. Поймете, что лучше для вас, комфортнее для вас, какие отношения, любовь, как вы ее видите, как вы ее хотите строить, да, может быть, наоборот, закройте глаза на все то, что думали, что тайна, что что-то скрыто, на свои подозрения, на свою ревность закройте глаза, на то, что нужно кому-то что-то доказывать. И поймете, что, а зачем что-то доказывать, если мне вот так хорошо? Мне хорошо с этим мужчиной, мне хорошо в этих отношениях, либо мне хорошо быть одной. И все меня устраивает. Да, сейчас новый этап, у меня все прекрасное впереди, все новое, прекрасное впереди, я буду счастлива. И главное, мой внутренний мир. Здесь тоже это очень важно. Вот на это советует нам обратить внимание, да, то есть на ваш комфорт, именно душевный, именно эмоциональный, именно чувственный комфорт, что нужно на это обращать внимание. Давайте посмотрим в целом еще атмосферу вашей семьи. Вот с кем вы живете, кто является вашей семьей. Давайте посмотрим. Рыцарь кубков, все там будет хорошо наполнено, посмотрите, любовью, эмоциями в вашей семье. Дети будут дарить тепло, вы будете себя ценной чувствовать, что вы нужны, вами дорожат, без вас не могут, да. Очень ярко все, что от вас многое зависит в вашей семье, и что здесь не нужно как-то отпускать свои тоже, да, мысли, нужно действовать, нужно вкладываться, нужно ценить, и все в семье будет стабильно и хорошо. Прекрасные карты. И посмотрите, что вкладываться нужно, да, в вашу семью, тут где-то придется что-то, может быть, работать, вкладывать в семью, что-то делать для семьи. Тут тоже такое может быть какая-то помощь нужна будет кому-то, нужно будет кому-то из членов семьи съездить, либо к вам, может быть, этот член семьи приедет. Здесь тоже такое может быть. Интересно. Давайте посмотрим так, а кто планирует какие-то поездки в сентябре? Вот почему-то у меня так идет информация. Давайте достанем, может быть, даже одну карту по поездкам в сентябре. Четверка пентаклей. Постарайтесь сэкономить, не тратьте больше запланированного здесь. Да, вот. Представляете, такая карта сразу выходит. И еще что? Двойка мечей. Внимательно выбирайте, проверяйте все документы, проверяйте багаж, будьте аккуратны, не решайтесь на первый попавшийся вариант. Ну и посмотрите, будьте аккуратны просто-напросто в этих поездках. Подумайте, если действительно она нужна, эта поездка, то хорошо все взвесьте. И вы здесь императрица. Посмотрите, кто планирует беременность, может быть, поездка не состоится, потому что ну, вот что-то будет связано с беременностью, она произойдет, да, либо будет планироваться и нельзя будет ехать. То есть тут такое тоже может быть. Будьте аккуратны, цените свое здоровье. Цените свое благополучие. Ну, а если все-таки поездка будет, давайте посмотрим общую атмосферу. Ну, здесь нужно проверять очень тщательно проездные документы, багаж, да, не класть ничего запрещенного в багаж. И, возможно, поездка будет связана с королем кубков, с королем, ну, с мужчиной, которого любите вы, либо он в вас влюблен, либо совместные чувства, да. И вот если эта поездка планируется с мужчиной, к мужчине, которого вы любите, тогда она пройдет хорошо. Но здесь вот будьте внимательны с багажом и с документами, говорят нам карты. И давайте я достану карты, чтобы не делать очень длинным расклад. Совета для вас на сентябрь месяц. Совет. Тройка мечей. Вы посмотрите, здесь совет для вас. Обратите внимание на ваше сердце, обратите внимание на то, что хорошо для вас, на состояние вашего сердца, разбито оно, не разбито. У кого-то здесь любовный треугольник, и сердце страдает. Посмотрите, поймите, насколько вы ценны, увидьте свою важность во всем, обратите внимание на себя.
Не надо для третьих лиц стараться, старайтесь для себя здесь. Посмотрите, у кого-то здесь, если был вынужденный отъезд, расставание, да, поездка, ну вот, да, разлука, вот страдания, и вы думаете, что ничего, уже это там 3 раза уже были какие-то неудачные опыты, да, то не нужно отчаиваться, у вас еще впереди есть шансы. То есть если даже было 3 неудачных опыта отношений, 3 неудачных опыта беременности, 3 неудачных, я не знаю чего, неудачи каких-то, и это принесло страдания, и вы считаете, что да, как бы, ну когда же это не будет больше? Будет все, будет. Совет вам, что впереди есть шансы, и все получится. И даже у многих здесь, посмотрите, либо, может быть, встреча с новым мужчиной, воссоединение с мужем, законным супругом, может быть, с тем, с кем отношения были на расстоянии. А кто-то просто обратится к новому специалисту, получит консультацию какую-то у другого врача, у другого специалиста по какому-то вопросу, да, и ситуация прояснится, и будет все понятно и ясно. И тройка пентаклей. Вы посмотрите, совет для вас: развивайтесь, находитесь в коллективе, общайтесь с другими людьми, не замыкайтесь в себе, не будьте одна в этом месяце. На работе, пожалуйста, вкладывайтесь в себя, развивайтесь, трудитесь, все будет хорошо. И не зацикливайтесь на каких-то переживаниях и неудачах, потому что развитие у вас сейчас уже идет и будет дальше. События будут развиваться и развиваться в лучшую для вас сторону. Ну, вот такой прогноз у нас на сентябрь получился. Я желаю, чтобы месяц был во всех отношениях приятный для вас. Дно колоды, посмотрите, какое. Высшие силы видят ваши старания, видят, как вы к чему-то стремитесь, и будут вас поддерживать. Здесь вот такая карта и маг, посмотрите, тоже дно колоды, не могу не посмотреть. Все в ваших руках, вы все сможете решить, всего сможете достичь, все должно реализоваться наилучшим для вас образом. Ну, вот такой у нас расклад окончательно получился. Я желаю вам огромного счастья, большой любви, и чтобы сентябрь месяц вас исключительно радовал. Пишите, пожалуйста, какие события произойдут у вас в сентябре, как проигрывается мой расклад у вас и другие мои расклады. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.